Привет, YouTube. Саня. Привет, YouTube. Мы приехали в Schultz. Нам распечатали фреймсет Schultz Wanderer. К сожалению, Boys Don't Cry у нас нет, но этого фреймсета будет достаточно для того, чтобы показать изменения, которые произошли в отдельно продающихся раме и вилке. Итак, друзья, переходим уже поближе к нашей раме и вилке Schultz Wanderer. Хотим упомянуть, что это велосипед в размере L. И первое, с чего хотелось бы начать, наверное, самого важного, чего всем владельцам велосипедов Schultz так давно не хватало, сколько они существуют, это был реально недостаток. Это очень слабое ЛКП, лакокрасочное покрытие. По заверениям производителя, уже все новые велосипеды, фреймсеты именно рамы и вилки, они идут с усиленным ЛКП. То есть здесь хорошая грунтовка и хорошее лакокрасочное покрытие. На ощупь, конечно, мы это никак проверить не можем, но поверим на слово, потому что сама по себе рама и вилка выглядят круто. И мы должны будем дождаться первых отзывов людей, которые уже купили данные рамы и вилки и уже смогли их протестировать. И только после этих отзывов мы уже сможем понять, насколько это лакокрасочное покрытие стало крепче. Второе, чем грешили, да и не только велосипеды Schultz, но и большинство других велосипедов, даже стоимостью там за 100 тысяч рублей, это отсутствие антикоррозийного покрытия внутри рамы. Здесь, при условии того, что фреймсет стоит 21 тысячу рублей, да, вот мне как раз Игорь подсказывает, 21 тысячу рублей он стоит, здесь уже внутри есть антикоррозийное покрытие. К сожалению, я, наверное, не смогу адекватно сфокусироваться, но, например, если посмотреть на вилку, вы можете увидеть, что сам по себе шток черный вместо обычной стали. Так, тихо, не уезжаем, немножечко лайв-съемки. Внутри кареточного стакана мы также можем увидеть антикоррозийное покрытие, то есть во всей раме и на вилке, и внутри рулевого стакана у нас все покрыто антикоррозийным лаком. Что еще хочется отметить? Все болтики вот эти, которые у нас идут на бонках, они теперь покрашены в черный цвет. То есть если в стоковых комплитовых велосипедах они серебристые, здесь у нас они покрашены в черную краску, и выглядит это, конечно, намного красивее, ну, с моей субъективной точки зрения, и как-то дорого, что ли. Вот. Подседельный зажим у нас алюминиевый, такой же, как на стоке. Еще, что хотелось бы проверить, друзья, открутить одну из бонок и посмотреть, насколько качественная прокраска идет на самой бонке. Да, тут, кстати, тоже видно вот антикор. Отлично. И почему я акцентирую на этом внимание? На моем велосипеде Marine Four Corners, который стоит почти в 2 раза, даже больше, чем в 2 раза дороже, чем Schultz Wanderer в комплитовой версии, была проблема с тем, что вот в этих местах около бонки облупливалась краска уже с завода, и там была видна грунтовка. Это было, конечно, неприятно. У Schultz такой проблемы не было ни в стоке, на фреймсете с этим проблем тоже нет. Еще, ребят, что заметили интересное, на что мы не обратили внимания при тесте Schultz Wanderer, который нам давал Ваня, здесь около крепления подседельного штыря есть специальное утолщение. Видимо, это сделано специально для того, чтобы выдерживать большие нагрузки. И что мы еще не заметили в стоке, что у вилки все-таки немного конические ноги.
Ну, то есть здесь они чуть уже, здесь они чуть шире, потому что есть вилки у некоторых производителей, которые без конических ног, и они выглядят достаточно топорно. Здесь это выглядит красиво и изящно. Ну и, в принципе, это все, что мы хотели сказать по поводу данного фреймсета. С Boys Don't Cry ситуация точно такая же, и изменения там точно такие же. Просто другая рама и другая вилка. Вот. Пойдем сейчас отдадим этот велосипед обратно в магазин и будем ждать новых отзывов от реальных владельцев, чтобы потом подснять, возможно, в будущем какой-нибудь кастомный велосипед на базе данных рам и вилки.